В 1700 году Петр I издает указ об упразднении старого календаря, существовавшего на Руси, и вводит западноевропейский календарь от Рождества Христова. При этом он переносит начало календаря, новолетия, с дня осеннего равноденствия у славян на 1 января. Дата начала нового календаря была выбрана Петром I не случайно. 25 декабря весь христианский мир отмечает Рождество Христово. Согласно Библии, на 8-й день младенец Иисус был обрезан по иудейскому обряду, то есть 1 января христианской церковью отмечалось обрезание Господне. Вот эту дату и выбрал Петр I. Он своим указом приказал всем подданным отмечать начало нового календаря и поздравлять друг друга с Новым годом. При дворе Петра I на русском языке почти не разговаривали, потому что он считался языком простого народа. В основном все общение шло на немецком и голландском языках. Слово «год» на этих языках означает «бог». Своим указом Петр заставил подданных поздравлять друг друга с новым богом, в день его обрезания. Эта Петрова шутка существует до сих пор, и люди, потеряв изначальный смысл, продолжают 1 января поздравлять друг друга с новым обрезанным богом, а не с новолетием, как это было раньше. Почему новое лето, а не год? Древние своды о прошедших событиях назывались летописями, а не годописями. Мы до сих пор спрашиваем друг друга, сколько тебе лет, а не сколько тебе годов. Кроме того, Петр не просто сменил старый календарь на новый. Он украл у народа 5508 лет великого наследия и приказал иноземцам написать вместо него историю, которой раньше не было. Что же такое новолетие? Само слово «новолетие» несет в себе довольно-таки простой смысл и состоит из таких слов, как «новый» и «лето», которые, объединившись в одно слово, стали звучать, как новолетие, и, при этом, новое слово стало обозначать наступление нового лета. Сейчас у нас идет лето 7528 от сотворения мира в звездном храме, но это совершенно не означает, что наш мир был сотворен 7528 лет назад. Сотворением мира в древние времена называли заключение мирного договора между воюющими народами. Таким образом появилась новая система отсчета. Этот самый мирный договор, между великой расой, славяно-ариями, и великим драконом, древними китайцами, был заключен в день осеннего равноденствия. Победу тогда одержала великая раса, что и было отображено в виде образа: белый витязь на коне поражает копьем дракона. Сейчас этот образ трактуют, как Георгий Победоносец побеждает древнего змея, хотя этот самый Георгий никакого отношения к древним событиям не имел. Тут просто факт использования христианами древнего образа в своих целях. Название славяно-арийского календаря Каляды-дар, что буквально означает «подарок Коляды», то есть слово «календарь» происходит не от долговой книги римлян, а от сращения Коляды-дар. Само название связано с именем Бога, который подарил нашим предкам календарь. А звали его Бог Коляда. Вот и получается, что дар Коляды или Коляды-дар стал называться календарем. Другое название календаря – круга лет числа Бога. Календарь имеет руническую форму отображения, названия сороковников, месяцев, чисел, дней недели и названия лет записывались рунами, тайными образами для передачи большого объема информации. Первый сороковник обозначался одной руной,
а остальные обозначались соединением двух рун, причем вторая руна указывала на часть цикла вращения нашей Земли вокруг нашего Ярилы. Этот цикл называется лето. От него в русском языке сохранились такие понятия: летопись, летописец, летоисчисление. Календарь содержит 3 природных сезона: осень, зима и весна. Эти 3 сезона объединены в единый солнечный цикл, который называется лето. Лето состоит из 9 месяцев, таким образом на каждый природный сезон приходится по 3 месяца. В календаре есть 2 понятия: простое лето и священное лето. Они составляют круг лет, в котором 15 простых и 1 священное лето. 9 кругов лет составляли круг жизни, который состоит из 144 лет. Эти повторяющиеся циклы называют круголетом числа Бога. Простое лето состоит из 365 дней. Все нечетные месяцы содержат по 41 дню, а четные по 40 дней. Священное лето состоит из 369 дней. Все месяцы содержат по 41 дню. Новолетие приходится на день осеннего равноденствия. Это, как правило, связывают с тем, что весь урожай был собран, закрома наполнены, и новое лето начиналось с полного достатка. Кроме того, самые важные события было принято принимать именно в новолетие. Изначально названия месяцев, чисел, дней недели и названия лет записывались славянскими рунами, а уже позднее была добавлена запись буквицей с кратким раскрытием смыслового значения. Каждый месяц нес свою смысловую нагрузку, определяющую жизнь людей. Вот название всех 9 месяцев древнего славянского календаря. Рамхат – месяц божественного начала. Айлет – месяц новых даров. Бёйлет – месяц белого сияния и покоя мира. Гейлет – месяц вьюг и стужи. Дайлет – месяц пробуждения природы. Элит – месяц посева и наречения. Вейлет – месяц ветров. Фёйлет – месяц получения даров природы. Тайлет – месяц завершения. Неделя славянского календаря состояла из 9 дней. Они несли числовую форму и назывались понедельник, вторник, третейник, четверик, пятница, шестица, седмица, осьмица, неделя. Это было очень удобно. Все нечетные месяцы простого лета начинались с одного дня недели, а все четные с другого. А так как священное лето состоит из 41 недели, то и следующий круг жизни начинался с того же дня недели, что и священное лето. То, что о старой 9-дневной неделе помнили еще не так давно, мы можем убедиться, прочитав сказки сибирского сказителя Петра Ершова. «Ну, Гаврила, в ту седмицу, отведем-ка их в столицу, там боярам продадим, деньги ровно поделим. Конек-горбунок». Вот осьмица уж прошла и неделя подошла, каменная чаша. На изображении Сворожьего круга, щита числа Бога, на внешнем круге гравюры видно покровителей чертогов. На втором круге, от внешнего края, показаны часы времени, суточный круг, в котором 16 часов, по 4 часа на каждое время суток, 4 часа на вечер, 4 часа на ночь, 4 часа на утро и 4 часа на день. Каждый час имеет свое собственное название, чертовое, то есть, черты и резы, изображение и руническое написание. В следующем круге изображены руны 16 небесных чертогов. Их начертание имеет определенную связь с расположением звезд на небосводе и с природными стихиями. Поэтому очень часто эти руны помещались на оберегах. Не только на тех, которые носили люди, но и на оберегах, защищающих домашний скот и птицу.
Кроме того, их можно встретить на посуде и на другой домашней утвари. Следующий круг называют кругом стихий. В нем обозначены 9 стихий, через которые проходит время жизни. Каждой стихии дано свое название и своя руна порядка: земля, звезда, огонь, солнце, древо, небеса, океан, луна, Бог. Каждое лето так или иначе связано с кругом стихий, поэтому, зная стихийные характеристики, можно знать, чего ожидать от того или иного лета, то есть года. Следующим шел недельный круг. По нему определяли не только порядковый номер дня недели, но и кто из богов данному дню покровительствует, а также какая из 9 земель системы Ярилы Солнце дает свою силу. В самом центре, в круге, структурное обозначение человека. 9 точек указывали на 9 основных энергетических центров, чакр, человека, через которые он получает различные потоки силы жизни. На 9 видов сознания человека, на 9 различных чувств, которые даны человеку, и многое другое. Раньше, когда не было повсеместного использования часов, новые сутки начинались с заходом солнца. Термин «сутки» есть только в славянских языках, в других языках этого понятия нет. А его этимология – сутки, сотканные, состыкованные вместе день и ночь. Сутки состояли из 16 часов. 1 час – примерно 90 минут из 144 частей. Часть из 1296 долей. Доли из 72 мгновений. Мгновение из 760 мигов. Миг из 160 сигов. Отсюда в русском языке сигануть, то есть быстро переместиться. Сиг из 14 тысяч сантигов. Славянские часы и календарь отличались простотой в использовании. Для правильного отсчета нужно было лишь знать, в какой из дней недели начался год. Дальнейший подсчет велся при помощи табличек. Календарь основан на древнейшей 16-ричной системе счисления. И несмотря на свою необычность, для современного восприятия, эта календарная система – наиболее точная и удобная из всех существующих на данный момент календарей. За последние несколько десятков тысяч лет этот календарь не убежал и не отстал ни на один день, так как он опирается на модель Вселенной и галактическую ориентацию Земли.